INMYROOM. Здрасте. Добро пожаловать ко мне домой. Заходите. Ну что, начнем? У нас получилась довольно непростая планировка. А все потому, что изначально это были две отдельные квартиры. И на том месте, где я сейчас стою, проходила стена, которая отделяла бы вас от меня. В итоге у нас получилась просторная квартира с двумя детскими, хозяйской спальней, кабинетом, 3 санузлами, гардеробной, постирочной и вот этой вот замечательной большой общей зоной. Стены сделаны очень светлыми, почти белыми, только чуть-чуть добавили теплого тона. Цвет декора тоже подбирали очень аккуратно, чтобы он не брал на себя слишком много. Кстати, у нас есть стена, на которую мы решили ставить вообще только белые предметы. Вчера вот, кстати, сделали такую штуку. Это гипсовый слепок наших с любимой рук. И он тоже белый. А в детских интересные сюжетные обои. Сын любит полицейских с пожарными, поэтому вот даже преступник есть свой, домашний. У дочки стилизованная карта мира, да и в детской ванне тоже без рисунков не обошлось. А еще на внутренних поверхностях детских дверей можно безнаказанно рисовать. На изголовье нашей спальни тоже можно рисовать. Вообще-то это не планировалось, но такой интересный получился материал панелей. И еще пару слов про зеркала. Если их поставить по углам помещения, то его границы начинают стираться, и оно становится бескрайним. Системы хранения рассчитаны максимально точно под те предметы, которые не будут в себя вмещать. Порядок важен даже в гардеробной. Особенно в гардеробной. Как я уже говорил, днем в нашей квартире очень много естественного света. Но искусственный свет – совершенно другое дело. В основном квартира освещена направленным теплым светом, который позволяет выделить самое важное. Вот ночная подсветка, а эти трещины в потолке тоже светятся и создают уютный уголок для чтения. Телевизор у нас никто не смотрит, так что мы решили повесить проектор. Заодно установили отличный звук. А вот еще виниловый проигрыватель. Пластинок у нас в коллекции пока немного, но мы очень рассчитываем на наших друзей. Ну вот, вроде бы все и показал. Спасибо за визит, INMYROOM. Пока!